Вот у меня есть футболка. По ширине хорошо, но после стирки она стала маловато по длине. Я ее хочу увеличить на 10 сантиметров по длине. Для этого вначале я снимаю выкройку этой футболки. На бумагу снимаю выкройку. Бумага может быть любая, вот у меня миллиметровка. В принципе, выкройка нам можно даже без ворота. Верх не интересен, нам не нужен. Сейчас наша задача здесь увеличить на 10 сантиметров и выровнять бока, потому что трикотаж после стирки его немножко перекашивает. Прибавляем 10 сантиметров. Так, сейчас нам надо найти середину и сложить посередине. Теперь нам надо выкройку сложить пополам, и чтобы выровнять ее. Для этого мы находим середину, измеряем. Находим середину здесь. Здесь у нас середина выкройки. И мы ее удлинили на 10 сантиметров. По этой линии мы складываем. Нам нужна только нижняя часть. В принципе, что здесь, это не важно. Теперь нам надо прочертить линии, по которым мы будем кроить. Для того, чтобы увеличить, я хочу сделать вставки. Вот у меня есть трикотаж. Красный, сиреневый. Можно любые, можно старую футболку какую-то на это дело пустить. Ну, старая, но целая и хорошая. Та, которую вы уже тоже можете на этому делу посвятить. Это можно внизу. Я сейчас просто проверяю размер, на какой мы можно по длине. Вот это у нас будет сиреневая часть. Я буду делать сиреневую. И еще красную вставку вот здесь. Линии совершенно произвольно. Как вам нравится. Хотите до середины, в центр, хотите нет. Вот я не хочу. И сделаем так. Здесь красная, здесь сиреневая. Вставки я буду делать и спереди, и сзади. Снизу оставляем 2 сантиметра припуск на подгиб и везде по сантиметру. Кстати, здесь надо сделать метку, я ее не сделала, где они будут. Сейчас сделаем здесь насечку.
И здесь насечку делаем. Вот здесь я написала бок, вверх. По боку у нас должна быть долевая. Вот у нас выкройка. Аккуратненько разложили, аккуратненько прикололи. И теперь с учетом плюс припуск на шов 1 сантиметр вырезаем. У нас остался верх футболки. Теперь, чтобы нам было удобно пришивать, надо на несколько сантиметров подпороть боковые швы. Теперь вот таким вот образом, вот у нас верх футболочки, я пришью вот эти детали. Вначале пришиваем боковую. Почему? Потому что тогда у нас здесь получается прямая линия, и к ней просто пришивать вот эту деталь. Вот теперь вот эту деталь надо пришить к этой. Складываем. Здесь надо быть внимательным, потому что здесь по косой они тянутся. Вымерить длину обязательно. Сложить так, чтобы ни одна деталь не растянулась. Теперь, если мы просто это прострочим, то во время носки шов будет растягиваться. Мы сейчас сюда пришьем ленточку. Это может быть тонкая ленточка, это может быть киперная лента. Она не должна растягиваться. И мы ее просто сострочим 3 слоя. Отмеряем длину ленточки не по детали, а по выкройке. Плюс припуск на шов. Вот такая. И под оверлок прямо 3 слоя вместе с этой тесемочкой. И пристрачиваем на оверлоке. Если нет оверлока, то трикотажным швом на швейной машинке. Вот так получилось. Здесь все. Теперь этот шов не вытянется никаким образом. Прежде чем дальше шить, надо выровнять эту линию. Во время шитья немножко вытянулась. И с другой стороны.
другой стороны на. Теперь пришиваем нижнюю часть. Вот здесь у нас насечка, и она должна совпасть вот с этой линией. Точно так же по выкройке отмеряем длину тесьмы. Плюс припуск на шов. Здесь я иголочкой отмечу. Так. Припуск на шов, вот он. Угу. И общая длина такая. Совмещаем вот эти две метки, вот где шов у нас. Вот так вот приколола вдоль, совместила метка со швом, и здесь точно так же. И теперь на верлаке пристрачиваем. Получилось вот так. И спереди, и сзади. Теперь выворачиваем наизнанку. Соединяем вот эти здесь тоже совмещаю швы. И прошиваем этот бок. И точно так же с этой стороны. И нам останется подшить только низ. Вот так получилось. Теперь надо подогнуть только низ. Можно сделать при помощи двойной иглы на обычной машинке. Можно, есть трикотажные швы, которые на швейных машинках есть, тоже позволяют подгибать. Вот осталось, я 2 сантиметра оставила на подгибку. Все, последняя операция. Сейчас я подогну низ.